Россию накрыл целый рой дронов, самый масштабный налет с начала войны. Все подробности. Исторический шаг, которого еще не было. Ультиматум Москве от крупнейших экономик мира. Кремль и Путина ставят на место. После такого даже друзья отворачиваются. Госизмена в Польше, острые заявления и конкретные действия. Что происходит? Все, Дональд Трамп улетел, а США выводят войска. Откуда, куда и почему? Простым языком о важнейших мировых событиях. ЕС берет Венгрию и Сербию в оборот. Странам грозит страшное за систематическое нарушение ценностей Союза. Орбан доигрался. И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Более 750 дронов за 3 дня. Украина устроила самый масштабный беспилотный рейд по России с начала войны. Летели птички во все стороны. 15 регионов, включая оккупированный Крым. И даже Кремль снова под угрозой. Только за одну ночь Минобороны РФ насчитала 112 сбитых БПЛА. На деле взрывы, эвакуации, пожары, паника. Туши свет! А вот это точно заслуживает вашего лайка. В Ельце добрые дроны устроили фейерверк на оборонном заводе «Энергия», где собирают аккумуляторы для дронов, кинжалов и искандеров. Ранены 9 человек, сгорел цех, обломки пробили крышу жилой многоэтажки. Пошли! Поехали скорей! Вот что цех горит, блядь! Это уже не точечные удары, это полноценный воздушный террор для страны, которая отказалась от перемирия. Аэропорты закрыты, интернет в регионах глушат, экономика трещит, и это только начало. Заводы ВПК под прицелом, дроны проникают все глубже, а в Кремле снова суета. Россия громко говорит о буферной зоне, но на практике получает огненное письмо счастья с неба. И, судя по всему, это еще цветочки. Мир в ожидании, США колеблются, Россия наступает, а Китай и КНДР затаились. Администрация Трампа обсуждает вывод 4500 военных из Южной Кореи на фоне растущей угрозы от Пхеньяна и Пекина. Это крупнейшее сокращение контингента с 90-х годов, которое может ослабить оборону региона. Хотя Белый дом говорит, что решение еще не принято. В Сеуле и Токио уже звучат тревоги. Серьезное обсуждение вывода американских войск из Южной Кореи, скорее всего, вызовет тревогу по всему Индо-Тихоокеанскому региону. Южная Корея, как и Япония с Филиппинами, опирается на тесную координацию с вооруженными силами США, чтобы обеспечивать свою безопасность и демонстрировать военное присутствие в этом все более напряженном регионе. Параллельно Вашингтон теряет стратегическую четкость и в Европе. Вместо обещанного давления на Москву Трамп отказывается поддерживать санкции и дистанцируется от украинского вопроса. А Москва идет дальше и ставит новые условия. Другое дело, когда дойдет до подписания, вот там вопрос легитимности будет иметь решающее значение, потому что если подпишут те, чья легитимность, мягко говоря, никого уже не убеждает, то сменщики могут поставить под сомнение достигнутую договоренность. Мир вошел в фазу геополитической неопределенности. С одной стороны, наступление России, с другой — паралич решений в США. Союзники все чаще обсуждают план «Б», если Америка окончательно уйдет в изоляцию. Мы за всем этим очень внимательно следим и обязательно обо всем вам расскажем. Подписывайтесь на канал Нехта Лайв. ЕС готовится сделать исторический шаг, которого еще не было – лишить Венгрию права голоса. 27 мая министры соберутся на заседание Совета ЕС, где в повестке дня 8-е слушания в рамках статьи номер 7. Это крайняя мера за систематическое нарушение ценностей Союза. И если она будет принята, Будапешт может потерять одно из ключевых полномочий в Евросоюзе. Фактически это будет политическая изоляция. Совет, действуя квалифицированным большинством, может приостановить определенные права, вытекающие из применения договоров, к соответствующему государству-члену, включая право голоса представителя правительства этого государства-члена в Совете. Поддержка Венгрии и России, блокировка помощи Украине и саботаж решений Брюсселя давно раздражают Европарламент, и теперь терпение заканчивается. Тем временем Орбан не останавливается, разносит украинцев во всех эфирах, шпионит, чтобы пролезть в ЕС.
Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе. Украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции, чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество. Премьер, которого все активнее ретранслирует российская пропаганда, утверждает, что Киев использует спецслужбы и оппозицию Венгрии для продвижения вступления в ЕС. В ход якобы идут видеозаписи, операции и миллионы евро. Звучит как детектив. А в интернете тем временем то и дело всплывают записи с Орбаном времен нападения РФ на Грузию. Украину и Грузию надо было принять в НАТО на последнем саммите. У агрессора всегда блестящая пропаганда, он умеет объяснить, почему якобы вынужден бомбить. В 1956-м русские говорили, что мы сами виноваты, что им пришлось расстрелять Будапешт. Сейчас говорят, что грузины заставили их бомбить города. Агрессор всегда найдет повод стрелять. И что же стало с человеком и его убеждениями? Почему он поменялся? Вы за или против позиции Орбана? И какой именно позиции? Давайте конкретно и по фактам обсудим в комментариях. Далеко не для всех это очевидно. Напомним, Виктор Орбан занимает пост премьер-министра Венгрии с 2010 года. В сумме он был в кресле премьера уже более 19 лет. G7 – крупнейшие экономики планеты, чье мнение определяет курс мировой политики и финансов. Эти страны единогласно заявили, Россия и ее союзники навсегда исключатся из плана восстановления Украины. И это не просто запрет, это историческое решение, формирующее послевоенное будущее региона. Никто из тех, кто финансировал войну, не сможет заработать на мире. Никакой прибыли от контрактов, строек, поставок или участия в проектах. Мир четко очерчивает границы. Есть агрессоры и есть строители будущего. Любое государство или организация, напрямую или косвенно поддерживавшие российскую военную машину, не должны извлекать выгоду из восстановления Украины. Речь идет о почти 524 миллиардах долларов на десятилетие. Это будет грандиозное усилие, и Россия не получит от него ни цента. 500 миллиардов евро – это крупнейший в Европе план послевоенной реконструкции со времен Второй мировой. И на саммите G7 в канадском Банфе уже распределяют, кто будет в нем участвовать. Более того, в Риме готовится международная конференция, которая привлечет инвестиции, вернет международное страхование и станет новой точкой притяжения мировых капиталов. Москва осталась за бортом истории, и этот борт закрыт на замок. Госизмена. Именно так премьер Польши Дональд Туск охарактеризовал обещание кандидата в президенты Кароля Навроцкого заблокировать вступление Украины в НАТО. Последнее, что Польша должна делать, это выполнять или поддерживать требования Путина. Потому что первым его требованием было «нет Украине в НАТО». Это в каком-то смысле и стало причиной войны. Навроцкий пообещал не только сказать «нет» Украине в альянсе, но и исключил возможность польского военного участия, добавив, что после войны туда нужно посылать не солдат, а бизнесменов. А вы бы что ответили ему? В преддверии второго тура выборов это заявление вызвало шквал критики, ведь игра в угоду Кремлю может дорого обойтись. Сербия на грани большого выбора. Европа уже не шепчет, а прямо кричит в лицо. Хватит сидеть на двух стульях. Президент Вучич позвонил Зеленскому, обсуждал евроинтеграцию и даже подчеркнул важность сотрудничества в формате Украина, Юго-Восточная Европа. Но чуть больше 2 недель назад он еще стоял на параде в Москве. А теперь под шквалом критики от главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Из моих разговоров с сербским политическим руководством ясно, что членство в ЕС остается стратегической целью. Но я хочу подчеркнуть, мы должны видеть действия, которые подтвердят эти слова. Именно реформы продвигают Сербию по пути в ЕС. Здесь, в Белграде, должен быть достигнут реальный прогресс. Коротких путей к членству не существует. И на кону не только отношения с ЕС, но и безвиз, инвестиции и будущее самой Сербии. Тем временем внутри страны правовой вакуум и негласный запрет на паспорта для россиян и белорусов. Люди отказались от российского гражданства ради сербского и остались ни с чем. А в Белграде одновременно обещают европейский путь и тормозят любые реформы. Золотые паспорта для инвесторов отменены, а теперь и право голоса под вопросом. Так сколько еще Вучич сможет говорить всем то, что они хотят услышать, и при этом ничего не менять? Напишите в комментариях, Сербия уже выбрала сторону или ее выберут за нее? Какой ваш совет президенту, который побывал на параде в Москве, но заявляет о движении в ЕС? Реально ли усидеть на 2 стульях? И если нет, почему? Пишите в комментариях, нужно ли Сербии наконец определиться со стулом и какой он сейчас твердости. Мы прочтем, и все прочтут.
Гарвардский университет, альма-матер 8 президентов США, сотен нобелевских лауреатов и ключевых фигур мировой элиты, впервые оказался под прямым ударом Белого дома. Администрация Трампа запретила вузу принимать иностранных студентов. 6800 человек должны будут покинуть кампус или перевестись. Причина – отказ передать имена участников пропалестинских протестов. Министерство внутренней безопасности дало ультиматум. Либо доказательства и видеозаписи в течение 72 часов, либо запрет останется в силе. Гарвард, воспитавший президентов и судей Верховного суда, оказался в роли обвиняемого за неповиновение и политическое несогласие. Беды одна за другой в США. Бизнес-джет Cessna 550 рухнул прямо на жилой район Сан-Диего. Загорелись 15 домов и десятки машин. Эвакуированы кварталы. Самолет, вмещающий до 8 человек, задел здание в военном районе Мерфи-Каньон и вызвал масштабный пожар. Кто был на борту, пока тайна, как и число жертв. А Дональд Трамп улетел, говорит: всем пока, наработался за неделю, теперь и отдохнуть от овального кабинета нужно. Экономика на грани срыва, мир на грани войны, а успехи на уровне нуля. Но президент уже даже без своей фирменной кепки уверенно делает шаг к полю для гольфа. Мир не дождался мира, Украина гарантии, союзники санкций, но хоть на каком-то поле же успехи должны быть. В личном гольф-клубе Трамп лично наградил инвесторов своей криптомонеты Трамп. Среди стейков, пафоса и шоу выступил с речью, а потом уже опять же без фирменной кепки отплясывал под YMCA, старый дискогимн 70-х, под который обычно машут руками и изображают буквы. Важные дела подождут, выходные на носу и лето. Лето, что называется, на носу. Беззаботно чувствуют себя и такие полузабытые персонажи, как Джигурда, частично забытый патриот, семья которого живет во Франции, записал песню на стихи Лаврова и поделился видео с новой композицией. И пальцы, загнанные кони, безумством ласк обожжены. Также Джигурда поздравил Лаврова с получением высшей награды РФ из рук Путина и назвал его реинкарнацией прославленного русского писателя и дипломата Александра Грибоедова. Я в очищение души стал верить со времен недавних. Вот только какую душу и от чего они собрались очищать? Давайте обсудим в комментариях. Мы все читаем. Особенно нам понравилась ваша цитата Валерии Новодворской. В сегодняшней России просто оставаться с человеком уже подвиг. Какая ваша любимая цитата по поводу того, что происходит вокруг? Делитесь своими фаворитами, сделаем сборники и сохраним на память. Обязательно рассказывайте и пишите. Выберем к следующему выпуску лучшие и покажем те, что наберут больше всего лайков. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.